Служба в армии в Северной Корее обязательна для всех. И мужчин, и женщин. Мужчины служат около 10 лет. Женщины около 7. Отказ невозможен. Это не просто военная подготовка. Это школа выживания. Офицеры требуют абсолютной покорности. Девушки нередко подвергаются унижениям и сексуальному насилию. Гигиена отсутствует, питание скудное, несколько ложек риса в день, иногда с добавкой из кислой капусты. Из-за недоедания многие теряют месячные. Военная дисциплина держится не на уважении, а на страхе. Малейшее неповиновение может привести к карцеру или избиениям. При этом служба– обязательное условие для будущего трудоустройства, возможности учебы или даже брака. Уклониться невозможно. Армия– это ритуал подчинения, через который обязан пройти каждый. Попытка сбежать из Северной Кореи– это шаг в никуда. Единственные возможные маршруты проходят через Китай, который, согласно договору с Пхеньяном, выдает беглецов обратно. Там их ждет тюрьма или лагеря. Женщины часто становятся жертвами торговли людьми. Их продают в жены или на работы в сельское хозяйство. Пойманных возвращают на родину, где следуют пытки, допросы и наказания для всей семьи. Те немногие, кому удается добраться до Южной Кореи, проходят через тяжелую адаптацию. Многие никогда не возвращаются к нормальной жизни, их преследует страх за оставшихся близких. Но несмотря на все, каждый год находятся те, кто все равно делает этот шаг, потому что жизнь в Северной Корее кажется им хуже самой смерти. Северная Корея держится на страхе. Власть контролирует не только действия, но и мысли. За любую вольность, анекдот, критику, невнимание к портрету лидера может последовать арест. Коллективная ответственность означает, что наказаны будут не только вы, но и ваши родственники. Повсеместно действует сеть доносчиков. Соседи, коллеги, одноклассники – все могут оказаться информаторами. Люди не доверяют даже родным. В стране тысячи лагерей, куда отправляют за политические преступления. Там заключенные работают по 18 часов в день, почти без еды и сна. Это не исправительные учреждения, а места уничтожения и слома. Женщины в Северной Корее выполняют двойную нагрузку. Они работают наравне с мужчинами, ведут хозяйство, воспитывают детей и часто единственные кормят семью, особенно в провинции. Многие вынуждены заниматься нелегальной торговлей, чтобы прокормить близких. Это риск, но другого выбора нет. В армии и на рабочих местах женщины не защищены от домогательств. Жаловаться нельзя, система встанет на сторону насильника. Даже в семьях женщины редко могут принимать решения. За ними быт, забота и выживание. Несмотря на декларации о равноправии, реальность говорит об обратном. Женщина в КНДР– это опора режима, но без права голоса. Еда в Северной Корее– постоянный дефицит. Государство выдает пайки, которых едва хватает. На завтрак кукурузная каша, в обед рис со солеными овощами, ужина может не быть вовсе. Мясо– роскошь, доступная только по праздникам. Дети страдают от недоедания, а взрослые годами живут в режиме голода, выживают за счет черного рынка. Женщины торгуют продуктами, которые тайно перевозят из Китая. За нелегальную торговлю можно попасть в тюрьму, но у людей нет выбора. В деревнях люди питаются травой, корнями, даже крысами. В 90-е годы во время массового голода были случаи каннибализма. Это зафиксировано международными наблюдателями. Сегодня масштабы не столь ужасны, но еда остается вопросом выживания, а не вкуса или удовольствия. Работа в Северной Корее. Не выбор, а обязанность. Людей распределяют по рабочим местам сразу после учебы или армии. Профессию выбрать нельзя, сменить работу почти невозможно. Все решает государство. Оплата минимальна, часто лишь в виде пайков или купонов. Каждое утро начинается с политинформации. Рабочий день. С 7:30 до вечера, часто с переработками. По субботам обязательные субботники, по вечерам идеологические лекции. За отказ от участия могут лишить пайка, уволить или даже арестовать. Работа– это не карьера, а обязанность перед режимом. День в Северной Корее начинается с 6 утра, с патриотической музыки из уличных громкоговорителей. Эти звуки слышны в каждом районе, и отключить их невозможно. Завтрак скромный. Каша, иногда несладкий чай. Электричество подается по графику, вода не всегда. Дети идут в школу с обязательной зарядкой и гимном. Взрослые на работу, через проверку, собрание и обязательное чтение партийной газеты. Все строго по расписанию. Малейшее отклонение– подозрение. В этом распорядке нет места личному времени. День с первых минут подчинен контролю. Черный рынок– это не бунт, а необходимость. Государственные магазины почти пусты. Люди выживают за счет уличной торговли. Эти стихийные рынки называются джангмаджан. Здесь продаются продукты, одежда, мыло, лекарства. Часто контрабанда из Китая. Большинство продавцов– женщины. Это опасно. За торговлю без разрешения– арест.
Но другого способа выжить нет. На черном рынке можно заработать, но риск велик. Тем не менее, он стал неотъемлемой частью жизни. Это параллельная экономика, на которой держится реальность миллионов людей. С рождения каждый гражданин Северной Кореи окружен пропагандой. В школах, на заводах, в домах портреты вождей. Люди обязаны носить значки с изображением Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Вся культура, песни, фильмы, книги посвящена славе лидеров и борьбе с врагами. Идеология внедряется на уровне быта. Раз в неделю собрание с самокритикой, где люди раскаиваются за ошибки и критикуют друг друга. Все СМИ рассказывают лишь о достижениях страны. Любая мысль, не вписывающаяся в официальную картину, потенциальное преступление. Здесь идеология не просто слова, а способ существования. В Северной Корее нельзя просто взять и поехать в другой город. Для поездки нужен пропуск. Даже визит к родственникам требует официального разрешения. Все поездки контролируются на дорогах, блокпосты, проверка документов обязательно. Особо охраняется Пхеньян. Жить в столице – привилегия, доступная только благонадежным. Большинство людей никогда туда не попадут. Выезд за границу невозможен. Только дипломаты и рабочие, отправленные за рубеж, могут покидать страну. И то под наблюдением. Движение здесь не право, а привилегия, которую легко потерять. В Северной Корее информация подчинена строгой государственной цензуре. Интернет для обычных граждан недоступен. Вместо него существует закрытая внутренняя сеть, которая содержит только одобренные властями сайты. Ни о каком доступе к международным новостям, платформам или поисковым системам речи не идет. Даже в университетах студенты работают с предварительно отфильтрованным контентом под постоянным наблюдением преподавателей. Телевидение и радио контролируются государством. Всего доступно несколько каналов, которые круглосуточно транслируют новости о достижениях лидера, патриотические фильмы и музыку. Иностранные передачи глушатся. За попытку слушать южнокорейские или китайские радиостанции может последовать арест. При въезде в страну у иностранцев конфискуют телефоны, ноутбуки, внешние диски. Все фотографии, сделанные во время поездки, подлежат обязательной проверке. Снимать можно только то, что позволяет сопровождающий гид. Любая неподобающая фотография, разрушенное здание, недовольное лицо, грязная улица подлежит немедленному удалению. Нарушение этих правил может закончиться депортацией или даже арестом. Для местных жителей контакт с иностранцами практически невозможен. Все встречи с зарубежными туристами проходят строго в присутствии гида. Общение наедине запрещено. Даже простая улыбка или попытка перекинуться словом может быть истолкована как шпионаж или измена. Получить информацию из внешнего мира можно только через контрабандные флешки и DVD-диски, которые тайно переправляют из Китая. На них записаны южнокорейские сериалы, документальные фильмы, западная музыка. За просмотр или распространение такого контента грозит тюремное заключение, а иногда и публичная казнь. Информационная изоляция – важнейший инструмент власти. Без доступа к правде человек остается в рамках искусственного мира, где единственный источник истины – правитель и партия. Жилищные условия в Северной Корее зависят от статуса семьи. Большинство граждан живут в старых многоэтажных домах, построенных еще в прошлом веке. Внутри минимум удобств, отсутствие горячей воды, нестабильное отопление, перебои с электричеством. Часто в квартирах нет даже элементарной мебели. В сельской местности ситуация еще хуже. Многие дома деревянные, холодные, с печным отоплением. Вопрос приватной собственности отсутствует. Жилье выделяется государством, и лишиться его можно за нарушение закона, перемещение или по политическим причинам. Переезд невозможен без официального разрешения. Даже если семья увеличивается или жилье разрушается, получить новое жилье без воли администрации почти невозможно. Социальная жизнь граждан под постоянным контролем. В каждом квартале действует система наблюдения, называемая Инминбан, своего рода соседский комитет. Он следит за поведением жильцов, фиксирует все отклонения от нормы и докладывает о них властям. Члены Инминбана проверяют чистоту квартир, наличие портретов лидеров, поведение детей. Соседи обязаны участвовать в субботниках, общественных работах, коллективных мероприятиях. Отказ – это признак нелояльности, за которым следует разбирательство. Даже неучастие в уличном параде может привлечь внимание органов. Отношения между соседями двойственные. С одной стороны взаимопомощь, с другой страх быть преданным. Каждый знает, что за ним могут следить, и потому старается вести себя безупречно. Атмосфера постоянного надзора и подозрения разрушает доверие даже внутри семьи. Дом в Северной Корее – это не личное пространство, а продолжение государства. Здесь невозможно быть наедине с собой, потому что стены тонкие, а уши повсюду.
Разница между жизнью в Пхеньяне и других регионах Северной Кореи колоссальна. Да? Столица — это витрина государства. Здесь чистые улицы, относительно ухоженные дома, магазины с товарами и стабильная подача электричества. В то же время за пределами Пхеньяна бедность, разруха и полное отсутствие инфраструктуры. Жители Пхеньяна — это элита. Получить право жить в столице могут только те, кто доказал свою лояльность, имеет высокий статус или принадлежит к партийной номенклатуре. Даже рождение в столице не гарантирует, что человек останется там навсегда. За малейшее нарушение или неугодность можно быть сосланным в провинцию без права возвращения. В провинциальных районах люди живут в условиях постоянной нехватки всего. Электричество подается по часам, водопровода нет, дороги разрушены, транспорта почти нет, магазины пустые, а помощь из центра приходит редко. В таких условиях выживание зависит от уличных рынков, обмена товарами и личного подсобного хозяйства. Медицина и образование в провинции формальны. Врачи часто работают без оборудования, лекарств и даже элементарных бинтов. Учителя преподают в холодных школах, а учебники передаются от поколения к поколению. Эта резкая градация создает невидимую, но ощутимую кастовую систему. Те, кто живет в Пхеньяне, считаются проверенными, остальные — вторым сортом. Такая система позволяет властям управлять лояльностью через страх потери привилегий и надежду на их получение. В результате страна разделена на два параллельных мира. Один — вылизанный фасад, который показывают иностранцам. Второй — реальность миллионов людей, которых прячут за высоким забором информационной блокады. Медицина в Северной Корее декларируется как бесплатная и доступная всем. На деле ситуация критическая, больницы оснащены плохо, оборудования не хватает, а лекарства чаще всего отсутствуют. Пациенты приносят медикаменты с собой, если могут их достать. Иногда даже бинты или шприцы нужно приносить из дома или покупать на черном рынке. Врачи получают мизерную зарплату и работают в тяжелых условиях. Отсутствие современных методов лечения, нехватка стерильности и постоянный риск санкций за ошибки делают медицинскую помощь формальной. Люди стараются не попадать в больницы, лечатся дома народными средствами или обращаются к нелегальным целителям. Ситуация с образованием схожа. Все дети обязаны посещать школу, но учебный процесс сильно идеологизирован. Основной акцент делается на изучение биографии вождей, истории партии и преданности государству. Математика, литература, иностранные языки преподаются с отставанием от мировых стандартов. В учебниках и плакатах пропаганда занимает основное место. Уроки начинаются с гимна, обязательных речевок и демонстрации лояльности. Успехи ребенка зависят не столько от знаний, сколько от поведения и активности в общественной жизни. Учителя обязаны следить за идеологической стойкостью учеников и докладывать о любых отклонениях. Высшее образование доступно ограниченному числу студентов. Поступить в университет можно только при наличии идеальной репутации семьи. Знания, полученные в вузе, зачастую устаревшие, особенно в технических и медицинских областях. Здравоохранение и образование в Северной Корее — это не право, а инструмент контроля. Они существуют не ради развития человека, а для формирования покорного гражданина, преданного режиму. В Северной Корее даже создание семьи проходит под контролем государства. Брак здесь не только личное решение, но и социальный акт, который должен соответствовать идеологическим ожиданиям. Жениться и выходить замуж разрешается только после достижения определенного возраста — 25 лет для женщин и 27 для мужчин. До этого времени человек обязан пройти через армию, работу и подтвердить свою лояльность. Свадьбы проходят скромно. Большинство церемоний ограничиваются регистрацией в мэрии, коллективной фотографией перед памятником Ким Ир Сену и небольшим застольем для семьи. Большие торжества доступны лишь немногим, в основном представителям элиты. При этом обязательным элементом праздника остается выражение благодарности вождям, даже если речь идет о личном событии. Семейная жизнь формально поддерживается государством, но на деле подчинена общественным задачам. Детей с малых лет отдают в ясли и детские сады, где начинается идеологическая обработка. Родители обязаны следить за тем, чтобы ребенок вел себя образцово, участвовал в общественных мероприятиях и не отклонялся от линии партии. За проступки ребенка могут наказать всю семью. Развод — крайне нежелательное явление. Оно воспринимается как признак нестабильности и может повлиять на статус семьи. Женщины, особенно с детьми, после развода оказываются в крайне уязвимом положении. Они теряют право на распределение жилья и часто вынуждены возвращаться к родителям. Между родственниками и поколениями поддерживаются строгие иерархии. Старших уважают безоговорочно, дети обязаны подчиняться. Любая семейная дискуссия, в которой прозвучит критика власти, может стать основанием для доноса даже со стороны ближайших людей. Подобные случаи не редкость, особенно в семьях с доступом к иностранной информации. Семья в Северной Корее не остров личного счастья, а часть общественного механизма. Здесь чувства подчинены долгу, а личная жизнь
под контролем. Северокорейская культура полностью находится под контролем государства. Все, что видит, слушает и читает гражданин, должно быть одобрено властью. Музыка, кино, театр, литература — каждый элемент создан для того, чтобы воспевать режим, вождей и идеологию Чучхе. Иностранные культурные продукты запрещены, а их потребление приравнивается к измене. Самыми популярными жанрами являются патриотические песни, героические баллады и спектакли о революции. Исполнители работают по четким стандартам, творчество вне рамок невозможно. Даже музыкальные инструменты и репертуар контролируются соответствующими комиссиями. Нарушение может обернуться запретом на публичную деятельность. Особое внимание уделяется внешнему виду. Мужчинам запрещено отращивать волосы длиннее установленной нормы, примерно 2 дюймов. Женщины обязаны носить определенные прически, одобренные государством. Список допустимых вариантов висит в парикмахерских. Нарушение стиля может быть расценено как проявление индивидуализма, а это уже идеологическая угроза. Косметика разрешена в очень ограниченном объеме. В основном это помады и легкие тени. Яркий макияж, нарощенные ресницы, маникюр — все это недопустимо. Одежда должна быть скромной и соответствовать стандартам. Никаких джинсов, коротких юбок, логотипов или иностранных надписей. Запрещены и любые элементы западной культуры, от поп-музыки до сериалов. Любая находка, флешка с сериалом, журнал мод, даже изображение с интернет-мемом может стать поводом для ареста. Особенно строго следят за молодежью, поскольку именно она наиболее восприимчива к иностранному влиянию. Культурная политика Северной Кореи — это не просто запреты, а инструмент формирования мышления. В ней нет места личному вкусу, стилю или самовыражению. Все, что не соответствует идеологической линии, подлежит уничтожению. Праздники в Северной Корее — это прежде всего политические мероприятия. Календарь построен вокруг дат, связанных с жизнью и деятельностью вождей. День рождения Ким Ир Сена, день рождения Ким Чен Ира, день рождения Ким Чен Ына, день основания партии, день армии. В эти дни страна замирает в едином ритме. Проходят массовые демонстрации, парады, концерты и обязательные посещения памятников. Подготовка к таким мероприятиям начинается за недели. Людей отбирают для участия в маршах, танцах, массовках. Репетиции проходят ежедневно. Отказ участвовать без уважительной причины может повлечь за собой наказание или понижение статуса семьи. Школьников, студентов, рабочих и даже пенсионеров привлекают к участию в построениях. На парадах демонстрируется военная мощь, идейное единство и дисциплина. В небо поднимаются воздушные шары с лозунгами, звучат речи лидеров. По улицам проходят колонны с флагами и портретами. Все снимается и транслируется по телевидению, показывая миру сплоченность народа. Одним из самых масштабных событий является Арийский фестиваль массовых гимнастик. На стадионах собираются десятки тысяч человек, которые синхронно выполняют движения, образуя живые картины. Эти выступления готовятся месяцами и требуют колоссальных усилий от участников. В быту праздники сопровождаются раздачей сладостей детям, увеличенными пайками и разовыми подарками, мылом, носками, иногда небольшим количеством мяса. Люди воспринимают такие дни как редкую возможность отдохнуть и позволить себе чуть больше обычного. Но даже в праздник граждане не остаются наедине с собой. Все от костюма до поведения это должно соответствовать заданному шаблону. Здесь праздник не про радость, а про демонстрацию идеологической лояльности. Истории северокорейских беженцев — это единственный живой источник о настоящей жизни внутри страны. Люди, которым удалось сбежать, часто делятся своими воспоминаниями, давая миру шанс увидеть то, что тщательно скрыто за закрытыми границами. Бывшие граждане Северной Кореи рассказывают о голоде, репрессиях, отсутствии свободы выбора. Многие из них с детства жили в условиях постоянного страха, боялись родителей, соседей, учителей, потому что каждый мог донести. Один неверный шаг, одна фраза не по сценарию, и человек исчезал без следа. Некоторые вспоминают, как стали свидетелями публичных казней. За что казнили? Иногда за кражу риса, иногда за попытку пересечь границу, а порой просто за просмотр южнокорейского фильма. Эти зрелища посещают целыми классами, чтобы дети с малых лет знали, какова цена неповиновения. Многие беженцы признаются, решиться на побег — сложнейшее решение. Особенно тяжело тем, у кого остаются родные, ведь власти часто мстят семьям перебежчиков. Увольняют, переселяют, отправляют в трудовые лагеря. Тем не менее, многие идут на риск, потому что альтернатива — бесконечное выживание без будущего. После бегства
детства адаптация к новой жизни дается непросто. Люди не умеют пользоваться телефоном, не знают, как устроены банки, магазины, общественный транспорт. Мир за границей кажется им фантастикой, однако главная трудность — это переосмысление жизни. Ощущение вины за оставленных родных, страх, что их накажут, остаются с человеком надолго. Свидетельства беженцев — это не просто рассказы. Это боль, опыт и хрупкая надежда на то, что когда-нибудь границы рухнут и правда станет доступна каждому. Вокруг Северной Кореи давно сложился ореол загадочности, который порождает множество слухов и теорий. Некоторые из них стали частью массовой культуры, но важно отличать реальность от фантазий. И хотя режим КНДР действительно скрывает многое, далеко не все популярные страшилки соответствуют действительности. Одна из самых распространенных конспирологических теорий гласит, что лидеры Северной Кореи якобы используют двойников. Эта версия часто упоминается в зарубежной прессе, особенно когда появляются фото или видео с якобы неузнаваемыми чертами Ким Чен Гына. Однако никаких официальных подтверждений этим догадкам нет, и большинство экспертов считают такие утверждения спекуляциями. Другая популярная история — якобы существование подземного города, в котором живет партийная элита на случай войны. По неподтвержденным данным, в районе горы Пэктусан действительно ведется строительство масштабных военных объектов. Тем не менее, доказательства существования полноценного подземного мегаполиса отсутствуют. Некоторые слухи касаются якобы тотального чипирования граждан или слежки через телевизоры, установленные в каждой квартире. На практике в Северной Корее действительно есть централизованное телевещание и аудиосистемы, однако они работают по традиционной схеме радиотрансляции. Устройства не имеют обратной связи и не способны вести наблюдение за гражданами. Но атмосфера постоянного страха и доносительства действительно создает ощущение, что за каждым следят. В отдельных сообщениях упоминается каннибализм во времена голода в 90-х годах. Эти истории основаны на показаниях некоторых беженцев и представителей международных организаций. Хотя они не получили официального подтверждения, факт голода и полного отсутствия еды в те годы признается даже северокорейскими источниками. В целом, режим КНДР сам формирует почву для слухов, создавая атмосферу закрытости и таинственности. Чем меньше информации доступно извне, тем больше пространства для домыслов. Однако при анализе подобных теорий важно помнить, шокирующие детали не всегда равны истине. Несмотря на экономические трудности, репрессии, международные санкции и постоянное давление извне, режим в Северной Корее продолжает существовать. Почему эта система, построенная на страхе и изоляции, не рушится? Ответ кроется в сочетании идеологии, страха и полной информационной блокады. Во-первых, государство с самого рождения формирует в сознании человека определенную картину мира, где лидер — почти божественная фигура, а внешнее окружение — враги. У человека просто нет точки сравнения. Он не знает, что за границей возможно жить иначе, и даже если слышал об этом, не верит. Система внушает, что бедность — временная трудность, а лидер — единственный, кто заботится о народе. Во-вторых, государственный контроль проник во все сферы жизни, от детского сада до места работы. Система тотального наблюдения, коллективной ответственности и постоянной идеологической обработки формирует послушное общество. Люди боятся не только власти, но и друг друга. Донос может поступить от соседа, коллеги или даже члена семьи. В-третьих, режим опирается на привилегированную прослойку — чиновников, военных, элиту Пхеньяна. Эти люди получают лучшие условия жизни и в обмен на лояльность защищают интересы власти. У них есть что терять, и они заинтересованы в сохранении статус-кво. Кроме того, важную роль играет внешняя поддержка. Китай, например, не заинтересован в полном крахе режима. Это вызовет поток беженцев и нестабильность у границ. Поэтому определенная экономическая помощь продолжается, пусть и неофициально. Наконец, для многих граждан Северной Кореи режим стал привычным фоном жизни. Отсутствие альтернатив, страх перед хаосом, пример разрушенных государств — все это делает перемены пугающими. Люди не видят выхода и продолжают существовать в системе, которую не могут изменить. Закрытая, авторитарная, жесткая, Северная Корея остается одной из самых стабильных диктатур в современном мире. И пока сохраняется страх, идеологическая обработка и международная изоляция, шансы на ее трансформацию остаются крайне низкими.